Здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу два отличных способа приготовления органического удобрения из курника, куриного помета. Но мы используем последние годы не просто куриный помет, собранный из-под курочек, свежак так называемый, который иногда может отрицательно сказаться, воздействуя на растения. Но слишком он такой ядреный. Здесь же мы используем курник, который прошел 4 стадии обработки. Это ферментация, первая стадия, второе подсушивание, затем измельчение и гранулирование. Итак, первый способ приготовления куриного помета. В прошлом году мы уже показывали, снимали видео в теплице у Татьяны Викторовны, и она рассказывала свой способ. Друзья, вот буквально фрагмент из прошлогоднего видео, как курник использует Татьяна Викторовна. Мы берем куриного помета грамм 250-300. Ну вот в баночке в этой как раз вот такое количество помещается. Это горшочки, в которых мы пикируем. Мы высыпаем его на 10 литров воды. Он садится, можно его помешать, чтобы он быстрее сел и быстрее размок. Иногда растворяется там час-полтора часа. Ну, я считаю, что по-другому я немножко использую его. Мы еще доливаем туда 50 граммов Байкала. Вот 50 граммов Байкала, все вы его прекрасно знаете, очень, это ферменты. Он создан для того, чтобы перерабатывать органические вещества. Мы сюда наливаем 50 граммов, я заранее просто налила 50 граммов Байкала сюда. И вот я вот такой вывод сделала, что его вот свежим, не свежим, а лучше пусть сутки-двое постоит. То есть, если много поливать, в большой бочке это можно делать. Рассчитать, вот 200-литровая бочка, рассчитать сюда литр Байкала, кинуть на 200 литров бочки, ну, где-то около 6 килограммов получится. Нет, да, около 6 килограммов курника. И вот он побродил хорошо, побродил, ну, я 5 килограммов. Я считаю, лучше недо, чем перья. Ну, в общем, на 200-литровую бочку 2 вот таких пачки да, 2 можно пачки кинуть. можно курника кидать, да. И знаете как? Я никому не рекомендую очень молодые растения таким раствором обрабатывать. Очень молодые, вот в рассадном способе. Мы начали подливать их, вот когда петунька уже была вот такая, смотрите, уже по уровню горшочка. Один раз, и когда она чуть распустилась, еще можно поливать, мы ее поливаем второй раз. Очень хороший, очень эффективный способ, который проверен действительно, друзья, годами. И всегда у Татьяны Викторовны самые пышные цветы, ну и овощи тоже на славу. Наш способ, который я хочу предложить, это приготовление концентрированного раствора в небольшой емкости. Хоть в 10-литровом ведре вы сможете приготовить вот по нашему способу. В принципе, составляющие те же самые, что использовала и Татьяна Викторовна, то есть курник и Байкал. Нам понадобится ведро пустое 10-литровое и ведро 10-литровое с водой. То есть будем составлять раствор 1 к 1. 10 литров курника, не 10 килограмм, а 10 литров. Потому что меряем объемами. Сейчас мы отсыпем в ведерко. Насыпаем ведро курника. Вот так вот. И засыпаем в нашу бочку. И сюда же заливаем 10 литров воды. И для активизации полезной микрофлоры мы добавляем в приготовляемый раствор 500 мл Байкала М. Друзья, Байкал М наверняка многим из вас хорошо известен. Эффективность его проверена временем и дает хороший результат. Выливаем содержимое бутылочки в нашу бадью. И все это тщательно перемешиваем. Но раствор еще не готов. Потому что для того, чтобы раствор был полностью уже работоспособным, необходимо дать время ему забродить. Если температура, вот как сейчас у нас, среднесуточная 18-20 градусов, ну когда-то выше, когда-то ниже, но в среднем до 20 градусов, друзья, то для полного прохождения процесса брожения нам понадобится 3-4 дня. Летом, если будете приготовлять такой же раствор, то возможно, раствор будет готов за 2 дня. Чем выше температура, при которой происходят процессы брожения, тем быстрее раствор готов. Ну, в принципе, как можно приготовлять? Можно, вот планируете проводить полив, подкормку каких-то растений,
через 3-4 дня. Вот приготовили раствор, за это время он у вас созрел, как говорится, перебродил, Байкал начал взаимодействовать с органикой. И проводите, берете пол-литра, ну, баночку пол-литровую. Сейчас мы, понятно, таким раствором ничего пока подкармливать не будем, потому что он не готов. Дождемся определенного времени, когда начнется пузырить, пена пойдет поверху. Ну, сразу увидите, запах такой появится, сладковатый от Байкала, ну и характерный от куриного помета. Вот тогда он будет готов. Чтобы наглядно показать, есть у нас специальная баночка. Друзья, вот так вот заполняем баночку маточным раствором и на 10 литров воды. После приготовления раствора желательно разместить его поближе к источнику тепла. Мы размещаем возле вытяжки, вытяжной трубы от печки, которая идет, друзья, и накрываем крышкой. Все, вот в течение нескольких дней здесь у нас и будет происходить процесс брожения. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.